Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Продолжаем наши эфиры. У нас сегодня вот второй такой исторический эфир. И он посвящен внешней политике СССР при Никите Хрущева. И это 22-я у нас получается серия «Красный Мата-Хари» с Сергеем Удовиком, который, в общем-то, вот сегодня продолжает сагу и продолжает глубоко копать. Так что добрый вечер. Главное, что закулисье, потому что многие события приобретают другой вид, когда знаешь, что за ними находилось. И вот, мы уже касались в предыдущей передаче уже внешней политики, как Хрущев ездил, визит совершал в Лондон, и еще раньше, как Берию, когда снимали, что он хотел там объединить Германию. Но это были такие эти включения. А вообще внешняя политика в СССР имела в свое время важнейшее значение при Сталине. И после Сталина она стала пребывать в таком хаотическом состоянии, потому что не могли определиться с векторами и курсами вообще, с кем работать, как работать и на что делать упор. И получилось там, особенно вот этот период при Хрущеве, сплошные метания получились. Но при Сталине было все ясно. Он с конца 40-х годов стал делать упор на построение социализма в одной стране и создавал вот этот блок, так сказать, восточный блок, и этот странно-ориентированный на СССР, как поддержка, которая должны, опорой быть на то, чтобы СССР могло спокойно продвигаться к каким-то решениям вот таких построения нового социального мира. И тогда же он и хотел сделать отдельную валютную зону, о чем я вот в передаче рассказывал. И тогда же на США приходилось 45% мирового ВВП. 52 даже. То доходило позже. Сразу после Второй мировой войны. Да, но я имею в виду к концу, когда вот Сталин хотел, уже 45, а потом еще, мы это там еще в следующей передаче будем, у меня там отдельно будет там США в 70-е годы, в 60-е годы. А в СССР тогда было 15%. А сейчас у США 15%. И тогда, понятно, очень сложно было, но возможности было создавать свою валютную зону. А сейчас, получается, США не могут контролировать весь мир, и мы входим в другой такой кризис, когда создаются новые валютные, не создаются, а предпосылки создаются для создания новых валютных зон, а как оно будет все развиваться, это вообще никто толком не знает, потому что ни у кого четкой концепции нет, потому что создать валюту такого мирового уровня, это крайне сложная задача. И вот тогда важнейшим партнером Сталин тогда определил для себя Китай. И он строил с Китаем общее экономическое пространство чисто в духе вот этой идеи Маккиндера, которую мы в третьей передаче рассматривали. Сейчас многие об этом говорят, там этот и Маккиндер, и Большой остров, и так далее. И вот 14 августа 1945 года СССР заключил с Китайской республикой, с Чан Кайши, договор о дружбе и союзе. Можно вот вторую картинку? По которому СССР не вмешивается во внутренние дела. Вот это подписание договора в Кремле, 1945 год подписывал Ван Шидзе. И СССР не вмешивается в дела Китая, а Китай не вмешивается в дела СССР, и вместе они борются с Японией. Но тут очень интересно, тогда были заложены многие вещи, которые и сейчас работают. Также предусматривалось признание независимой Монголии. А Монголия, вообще китайцы считали, что это их территория. И потом всплывал этот вопрос, что и Мао Цзэдун, и все, что это вообще оторвали от Китая целую такую часть и назвали ее Монголией. Потом было предусмотрено совместное использование в течение 30 лет КВЖД, это китайской военно-железной дороги,
военно-морские базы в Порт-Артуре и Порте Дальнем. И малоизвестно, что СССР в 1944-1949 годах плотно работал с независимой республикой Восточный Туркестан. Можно вот первую картинку. Вот это красным, это Восточный Туркестан. Он тогда был самостоятельный, и оттуда СССР получал уран и другие полезные ископаемые в обмен на продовольствие. А в 1949 году он вошел в состав КНР как Синьцзян-Уйгурский автономный район. Ну и сейчас много о нем упоминают. Там преимущественно мусульманское население, и там вот, типа народ борется за свои права, ну все такое прочее. И вот этому способствовал его глава Бурхан Шахиди, который возглавлял Исламскую ассоциацию Китая. И именно в привязке к вот этому месторождению урана, тогда уран, это не было столько месторождений открыто, как сейчас вот используется, а было тогда, вот Союз пользовался только месторождением в Германии и вот этот вот в Китае, в Синьцзяне. И тогда к этому именно месторождению было привязано строительство Семипалатинского ядерного полигона. Он там близко получается к этому Синьцзяну в 1947 году. А курировал этот Семипалатинский полигон, и все это как раз Брежнев, который там в то время занимался в Казахстане всякими этими делами зерновыми и прочими. Именно здесь впервые было проведено испытание ядерного оружия вот в 1949 году. И, в принципе, Сталин был не против двух Китаев. И он вообще считал, что Китаю надо границы по линии Янцзы, как вот все, Корею делили, там Германию. И тогда все было бы гораздо проще. Не был бы такой Китай мощный, и там с американцами как-то все время договаривались. Но после победы над Чайкаши Лю Чжаоцзы Мао во время визита в СССР в 1949 году просил военную помощь у Сталина, чтобы захватить Тайвань, куда перебралась Чан Кайши и, так сказать, проигравшая вот эта китайская часть. Но Сталин отказал, и такая помощь означала войну с США и вообще, как бы противоречила стратегии Сталина. Но в то же время Сталин лоббировал передачу это место в ООН, в Совете Безопасности, именно вот это новому Китаю, а не Китайской Республике Чан Кайши. Но там не сложилось, и там даже был из-за этого конфликт, там потом пошла Корея, и все, короче, Китай был, до 1973 года продолжал оставаться членом Совета Безопасности, вот этот Тайвань. Пока размен не произошел между Киссинджером и Никсоном. Там это уже до этого дойдем, надеюсь. Вот, и тогда вот начались, пошли сложные переговоры с Мао Цзэдуном и переговоры о визите Мао Цзэдуна в Москву. И Сталин рассчитывал провести переговоры как старший, как в китайской терминологии, старший брат с младшим братом. А Сталин Мао выступал, что мы вот равные братья. И более того, его советники говорили, что отговаривали Мао ехать в Москву на переговоры, потому что, говорит, с каких это пор император ездит к варварам на переговоры. Потому что в Китае там миллиард людей, и вообще... тогда миллиарда не было, тогда было меньше. Тогда 800 миллионов. Тогда миллионов 400 было. Нет, ты что? Значит, Мао говорил, что это при Хрущеве, что если ничего страшного, если будет атомная война, если половина китайцев погибнет, это где-то 350 миллионов, так еще половина... Открываю статистику, 546 миллионов 815 тысяч в Китае было в КНР в 1950 году. 581 390 тысяч в 1953. Да, 600, значит, миллионов, все равно дофига. И тогда
И в конце концов договорились, и в то же время Китаю нужны были деньги и кредиты, и нужны были технологии, а это мог дать только Советский Союз. И из-за вот это кредит был обещан 300 миллионов золотых рублей под 1% годовых, это ну, и передача ряда технологий. И, короче, вопросы были утрясены, Мао Цзэдун прибыл в СССР, пробыл в СССР с 16 декабря 1949 года по 14 февраля 1950 года. И вот эти 3 месяца шли очень напряженные переговоры о границах, о том, как быть, как ну, заключать договор, кто что и как будет там ну, действовать. И тогда был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. И по его условиям 31 декабря 1952 года КВЖД должно было безвозмездно передано Китаю. И также должны были перейти Китаю Порт-Артур и Порт Дальний. А в принципе они вообще не принадлежали России, это они временно принадлежали, ну, во время они в аренде были. Да, в Российской империи, Да. а потом их захватила Япония, Да. то есть, и потом, после как захватила Япония, они вообще, ну, там потом Союз победил, и они как вроде бы перешли, и шел разговор о том, что, ну, они должны были остаться, перейти в собственность КНР в 1954 году. Но в связи со сложной обстановкой тогда, и Корейская война, и все, китайцы просили пока не выводить ну, войска из военной базы. И вот в 1951 году Сталин и Мао подписали секретное соглашение об оказании научно-технической помощи Китаю в области атомных исследований в обмен на поставки им урановой руды вот из того Синьцзяна, ну, что я сказал, которая уже сейчас стала Китая. И были созданы советско-китайские корпорации по добыче урана, цветных и редких металлов, по добыче и переработке нефти, там и нефть нашли в этом Синьцзяне, ну, короче, такое хорошее это место. И по строительству, ремонту судов в Дальнем, короче, создался целый блок таких совместных предприятий. И Сталину удалось отстоять независимость Монголии, в этот договор было записано, что Монголия, и снять претензии Китая на 1,5 миллиона квадратных километров территории Советского Союза, которая перешла ну, в Российской империи еще по Пекинскому договору. 1858 ну, да, там Тяньцзинский мирный договор. Там три договора, каждый там что-то увеличивал территорию. И Мао говорил, что в принципе раз СССР наследник Российской империи, так вообще не мешало бы, что несут ответственность, чтобы это отдать, эти территории. Но, в общем-то, вот не зря 3 месяца договорились, что вот так будет, что Китай не будет ну, как бы претензий за то, что эти территории останутся в Советском Союзе. И вот после смерти Сталина Маленков продолжил курс на великую дружбу с Китаем, и уже 15 мая, буквально вот сразу после того, как они, ну, умер Сталин, и они утвердились, 15 мая было принято решение об оказании помощи в индустриализации Китая. И по приглашению Мао на 5-летие КНР Хрущев очень ловко ну, так, обошел Маленкова. И он же был не первой фигурой, даже не второй, он был первый секретарь ЦК, а тогда же я рассказывал, что это был пост, так сказать, ну, как бы не самый важный. А самый важный был это Маленков как председатель Совета, ну, председатель Кабмина или Совета Министров. И он тогда быстренько направил запрос Китая, и по линии партии как бы ему приглашение, и он поставил Маленкова перед фактом, что он едет с первым визитом в Китай, это с Микояном и Булганиным в октябре 1954-го прилетели в Пекин, и Хрущев там подтвердил вывод советских войск из Порт-Артура, и
ну, это сделал, конечно, большую ошибку, потому что США не выводили свои войска и сохранили все базы, и до сих пор вот эти и в Южной Корее, и в Японии эти базы сохраняются. И тогда, наоборот, США в 1954 году создали свой военно-политический блок стран АТР, это СИАТа, вот этого региона. И чтобы поднять свой статус в глазах Мао, Хрущев уже не мог претендовать, что вот он старший брат, потому что, ну, как бы, статусом не вышел. И тогда вот безвозмездно передал советские доли в совместных предприятиях, о чем речь не шла, вот в этих Синьцзяне, в Даляне, ну, и по добыче урана, цветных металлов, и в Порт-Артуре, ну, короче, фактически все передал китайцам, и это, в общем-то, на сумму много миллионов золотых рублей. Короче, потеряли, так сказать, свои активы, да. А в ответ Мао благосклонно согласился считать Хрущевым равным себе, то есть согласился на равных статус обоих сторон, что он, в общем-то, это и добивался при Сталине. И вот, хотя Мао Хрущева откровенно презирал, потому что, ну, тот вообще это самое... Но использовал его честолюбие. Да он для него ревизионистом был каким-то. Это потом. Да. Это после этого самого. Это вот как раз доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС о культе личности вызвал нескрываемое возмущение Мао. И прежде всего потому, что Сталин же был лидером не только СССР, а он был лидером мирового вот этого коммунистического движения. И получается, когда Хрущев начал вот эту атаку на Сталина, он должен был посоветоваться с другими, ну, коммунистическими партиями, прежде всего с китайской многочисленной. А Хрущев поставил всех перед фактом. И получилось, он подорвал, ну, веру вот, людей в коммунистическом движении в образ лидера, и все, ну, в общем, короче, намутил такое, что потом вот это мировое коммунистическое движение с трудом как бы приходило, как же это все. Ну, лидер должен быть, вот почему китайцы своего Мао, который там нанес этих... всяких чисток и казней и всего прочее, как, можно сказать, Сталин отдыхает, но они говорили вот в логике конфуцианской, что это, ну, как бы ошибки, и надо не на них обращать внимание, а на то, что было сделано положительно. И, в общем-то, они по вот этому курсу, для них все равно Мао сохраняется, что там как эталон какой-то лидер, который он был, несмотря на вот эти недоразумения, ошибки, и, в общем-то, позволяло Китаю строить вот эту, то, что мы видим сейчас. То есть сделали акцент они на экономический, а не на политический. И вот тогда, вот в 1955 году, с КНР было подписано соглашение, предусматривающее в Синьцзяне разработку урановых рудников, а в следующем году СССР обещал оказать помощь Пекину в строительстве завода по производству ядерного оружия. А Мао Цзэдун уверенно осуществлял с помощью Хрущева стратегию создания собственной атомной бомбы и стратегических ракет. Ну, СССР по глупости Хрущева передавал Китаю ценнейшую документацию и оборудование для создания атомной промышленности, но документацию для создания ядерного оружия так Хрущев все обещал и не передал, и особенно, ну, не стал передавать. Китайцы очень просили технологию строительства подводных лодок. И, в общем-то, и сейчас, хоть китайцы и обладают этими атомными подводными лодками, но они по классу сильно уступают и российским, и американским. И вот тогда помощь вот эту в создании китайской вот этой и военно-промышленного комплекса, и вообще в индустриализации оказывали тысячи советских ученых и десятки тысяч специалистов. СССР передал КНР лицензию на производство
многочисленной военной техники, средств связи, ракет, самолетов. Вот. Советские специалисты построили в КНР более 7 сотен заводов со всей инфраструктурой и оборудованием. И в советских вузах по военным программам училось более 11 тысяч китайских студентов. Причем Советский Союз брал половину расходов на обучение на себя, вот этих китайских студентов. И тогда же под руководством советских специалистов была создана научная база под Пекином, так называемый завод 601. А теперь это Китайский институт атомной энергии, он профильный ведущий в этой области в Китае. В сентябре 1958 года был завершен монтаж переданного СССР экспериментального тяжеловодородного ядерного реактора мощностью 7 ГВт и был построен циклотрон. И был открыт ядерный полигон. И Китаю вот Советский Союз передал технологию ракет Р-1 и Р-2, на основании чего китайцы создали баллистическую ракету Дунфэн, Восточный ветер. И первый пуск Дунфэн состоялся 5 ноября 1960 года. А Дунфэн-2 с предельной дальностью 1250 километров, это уже достигало Штатов, это была копия советской ракеты Р-5М. И также Китаю передали технологии на строительство, создание реактивных бомбардировщиков Ил-28. В Китае он шел под маркой Хун-5. И Ту-16, это Хун-6. Они могли нести ядерные эти бомбы. Фактически СССР тогда заложил всю вот эту технологическую базу рывка Китая. И то, что когда Китай входил в коллаборацию с Соединенными Штатами, у него уже была достаточно сильная вот технологическая платформа. И самое интересное, вот эту невиданную щедрость Хрущев проявлял и передачу вот этих критических технологий. Они рассчитывали, что индустриализация Китая поможет создать рабочий класс, который будет дружить с советским рабочим классом, и тогда вместе будут бороться за это. Братья на век. Да, и, вот такая вот была это самое. И также прибыль Союзу приносила совместная с Китаем торговля нефтью, которые были большие запасы обнаружены в Китае в 1959 году. И эта торговля шла как раз через Рокфеллеров. И недовольство маоревизионизмом Хрущева нарастало после, особенно, можно третью картинку. После вот этой встречи, по-моему, 1959 год, во время визита Хрущева в Китай всплыл вопрос, это особенно после отстранения Молотова, Молотова, Кахановича и этого Маленкова, то есть это еще больше возмутило Мао, и, что подрывает всю вот эту систему, которая была создана, выстроена в мировом этом коммунистическом движении, особенно Молотов. И требовал, чтобы не подвергать. Причем самое интересное, что они знали, что Хрущев сам больше делал этих всяких казней и подписывал уничтожение этих политических противников, чем те трое вместе взятые. И тогда опять всплыл вопрос об вот этих совместных базах и обществах в Порт-Артуре, но опять ни о чем не договорились, и в августе, из-за восстания в августе 1959 года началось восстание в Тибете и начался военный конфликт Китая с Индией. И вот он, можно сказать, до наших дней все тянется. И Хрущев был в бешенстве, потому что это могло сорвать его визит, уже договоренный в США. А СССР тогда занял нейтралитет, чем вызвал недовольство и со стороны Индии, и со стороны Китая, потому что каждый, это вот четвертую, можно картинку. Это вот очень интересная картинка, это Нина Кухарчук в центре,
Это жена Хрущева, я уже рассказывал, что она знала и английский, и французский хорошо, родилась там на территории Польши, такая неглупая женщина была с хорошим образованием. Вот, и такая, ну, простая в обращении. А справа это президент США Дуайт Эйзенхауэр и со своей супругой. Вот, короче, вот такая интересная фотография. Это фото Associated Press, 59 год. И вот с 15 по 27 сентября 1959 года проходил визит Хрущева в США. Ну и понятно, что вот этот с низким образованием и с низкой культурой Хрущев был впечатлен вот этим блеском американских городов, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Его встречали с салютами, овациями, ну вот его это эго просто раздулось после того неимоверно. Он посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвиде, кстати, щеголял там в вышиванке, был в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и встретился и с Эйзенхауэром, и с Никсоном, это был вице-президент у Эйзенхауэра, и генеральным секретарем ООН Хаммершельдом, и губернатором Нью-Йорка Нельсоном Рокфеллером. И выступил тогда на Генеральной Ассамблее ООН, где призвал мир к разоружению. Вот пятое можно это. Вот это Нельсон Рокфеллер, с которым будем дальше сталкиваться. 1 марта 1975 года фотография. После этого Хрущев прилетел в Пекин на обратной дороге на встречу с Мао Цзэдуном. А Мао Цзэдун был крайне недоволен этим визитом. Во-первых, получается, что вот Хрущев стал ревизионистом уже откровенным, пошел на сделку с злейшим врагом Китая, Штатами, и тут после этого заявляется к Мао и начинает там, ну, как бы рассказывать ему о своих переговорах с Эйзенхауэром, о том, что у Мао тоже был комплекс такой честолюбия, эго превалировало, и тут столкнулись эти самые, что получается, Хрущев как бы обходит и подавляет Мао. И причем Хрущев встречался с Эйзенхауэром, с которым Мао тут готовился воевать за остров Тайвань. И, короче, усилились вот эти взаимные упреки после перепалки Хрущева с министром иностранных дел Ченем, и резкое неприятие Мао Цзэдуна вызвало демонстративное сближение Москвы и Дели еще в январе-феврале 1960 года. И после этого Мао стал претендовать на лидерство в коммунистическом движении, ну и требовал исключить вот эти из документов, вообще вот эти все материалы 20-го съезда КПСС. И в июле 1960 года СССР внезапно отозвал из Китая всех советских специалистов. Это более 2000 человек, работавших по программе международного сотрудничества. И это очень сильный удар нанесло по Китаю. Торговый оборот между странами упал втрое. Поставки советской техники и оборудования китайской промышленности сократились в 40 раз. И в частности, для 80 стратегических объектов. И вот этот отзыв этих специалистов привели к провалу вот этого знаменитого большого скачка. То есть он не сам по себе провалился, а это вот в основе лежало резкий отзыв вот этих специалистов. И что ж тут произошло? Тут начинается вот эта подоплека. Уже говорил в свое время, что после смерти Сталина член президиума ЦК КПСС Ку Синин стал плести свою игру и против Берии, и он вывел Хрущева на Ротшильдов через свои скандинавские балтковские связи. И независимо от того, что говорили публично лидеры СССР, они были связаны с теми или иными финансовыми группами на Западе. А фактически Хрущев резко поменял вот этот внешний вектор с производственного на финансовый капитал.
А дело в том, что с Ротшильдами СССР, фактически Коминтерн, о котором я говорил, но я как бы не акцентировал этот вопрос, фактически Коминтерн, ну вот Интернационал, это детище Ротшильдов. И через Интернационал, почему вот эта элита английская, они хоть вот это, даже кембриджская пятерка и все прочее, они не сильно их, ну как бы не было повода их судить, а только как осуждать. И все работали именно в рамках вот этой английской стратегии, которую в третьей передаче я рассказывал. И фактически Сталин, когда вот это начал чистку Коминтерна, потому что Коминтерн, с одной стороны, Союз через Коминтерн проникал в западные страны, а с другой стороны, через Коминтерн и через вот этих коминтерновцев, вот те же Ротшильды, они проникали в руководящие эти слои СССР. И вот это Сталин, когда эти чистку 37-38 год, когда зачищал вот это, еще этот аспект есть, он резко обрывал все связи с Ротшильдами. И ставки были только на Рокфеллеров. А Рокфеллеры тогда очень в силе были в Штатах. И в результате Куосинин это единственный остался, кто входил в ВИКи, это исполнительный комитет Коминтерна. И, в принципе, он не пострадал в этих чистках, и, по всей видимости, Сталин готовил его для того, чтобы он возглавил Финляндию, ну, советскую Финляндию, и вообще Куосинин собирался вот это Карело-Финская ССР и Финляндии создать такую большую Финляндию, ну, советскую большую Финляндию, и метил на руководство. Но оно там не сложилось. Тем не менее, он играл очень большую роль все время, вплоть до конца жизни. И дело в том, что тогда почему Рокфеллеры, они набрали силу, потому что это производственный капитал, а капитал производственный, войны и все, это реально кто может это производить. А Ротшильды, в общем-то, фронтменами были это финансового капитала. А финансовый капитал это ж не снаряды, это ну как бы деньги. И они, конечно, сильно проиграли вот во время вот этих войн, они сильно уступили свои позиции. И им надо было как-то их отбивать, а Рокфеллеры, ну, было связано, они были против, чтобы СССР интегрировался с Китаем, в чем были заинтересованы Рокфеллеры. И у них были совсем другие, ну, как бы, устремления. И здесь, почему еще Хрущев стал ориентироваться на Ротшильдов? Дело в том, что через Рокфеллеров при Сталине шли поставки нефти и зерна. И эти рынки контролировали Рокфеллеры. А Хрущев хотел сделать в ущерб, и Сталин делал акцент на развитии инноваций. А Хрущев сделал упор на сырьевую экономику. И начал он форсировать свои вот эти создания своих мировых рынков нефти и зерна, и чтобы потеснить на них Рокфеллеров. А для этого ему нужны были капиталы Ротшильдов и их финансовые связи по всему миру. И тогда Хрущев надеялся, что вот это и целина, и все, что ну, будет много зерна, и зальет мир зерном, и надо будет вытеснять Рокфеллеров. Это, в общем-то, все подпадало. И вот формирование тогда при Хрущеве начали формироваться три мощных сектора: нефтяной, зерновой и оружейный. Газовый уже появился при Брежневе. И как раз за контроль над ними развернулась в СССР вот клановая борьба, кто будет сидеть на каких этих потоков. И в 1949 году по инициативе США был создан Координационный комитет по экспортному контролю КОКОМ, который осуществлял надзор за поставкой товаров и технологий западных государств СССР. И в 1951 году США ужесточили вот эти поставки, особенно после, ну, связанные с войной в Корее. И объем советско-американской торговли начал резко сокращаться.
А после, тут единственные вот этот контакты были через Англию, которая в отместку штатам тоже ряд этих технологий передавали Союзу. И вот после смерти Сталина в результате вот этих позитивных инициатив руководства Запад немного начал ослаблять санкции. И также США тогда спокойно отнеслось к подавлению восстания в ГДР. После смерти Сталина в ГДР началось восстание, чтобы свергнуть Вальтера Ульбрихта, но его зачистили, это было 17 июня 1953 года, что Штаты не лезли, это ж не их зона оккупации была. И с осени 1954 года для СССР открыли коммерческие кредитные линии в странах-членах НАТО и Австралии. И были возобновлены репарационные платежи со стороны ФРГ для СССР. Они были прерваны от 1949 по 1953 год, эти платежи не осуществлялись. Ну и начался рост поставок в Советский Союз западного оборудования и рост советско-американской торговли. А в 1953 году, тогда, когда вот, власть захватили вот это Молотов, Каганович и этот самый, и Хрущев, по их требованию Молотова и Кагановича Кусенина убрали из президиума. Тем не менее, он помогал Хрущеву писать вот этот доклад о культе личности. И тогда именно что он организовал с Микояном вот этот визит Булганина и Хрущева на смотрины в Англию. И здесь вот это Хрущев как раз и заручился вот этой поддержкой Ротшильдов. А они поставили на Хрущева, хотя перед этим для них более понятной фигурой был Молотов. Посмотрели, что с Хрущевым им легче будет работать. И сразу же после возвращения из Лондона, тогда из Британии, в апреле 1956 года был открыт Институт мировой экономики и международных отношений, ИМЭМО. Это ключевой институт, потом был по связям с западными странами и через экономику. Его директором был назначен Анушаван Арзуманян, входивший в армянский клан Микояна. Шестую можно картинку? Сейчас, секунду. Сейчас да. Андрея впустят. Этот Анушаван был женат на Айкуш Туманян, младшей сестре жены Микояна Ашхен Туманян. Итак, шестую картинку поставь там. Итак, вот этот кандидат наук Анушаван за несколько лет, за несколько лет взлетел в кресло директора ключевого института по экономике в Советском Союзе. А Микоян, надо сказать, что он отвечал в Политбюро и в правительстве за внешнеэкономическую деятельность. И он опирался на армянскую диаспору, которая имела обширные связи и в Ливане, и во Франции, и в США, и в Британии. В внешней деятельности у него были очень хорошие эти контакты и позиции. И этот институт сразу стал своего рода клубом родственников высшей партийной номенклатуры, откуда началось вот это все. Вот я зачитаю только самые такие яркие фигуры. Сюда устроилась дочь Хрущева Елена, сын Микояна Серго, внук Кагановича Игорь, на работу, дочь председателя КГБ Серова Светлана, дочь генпрокурора Руденко Лариса, дочь и сноха министра иностранных дел Громыко, зять секретаря ЦК КПСС Пономарева Геннадий Воронцов, дочь замминистра иностранных дел Семена Козырева Екатерина Козырева. На ней в 1972 году женился Игорь Иванов, это который, будучи, стал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. И с момента открытия в нем работали приятель Муры Будберг, чекист Эрнст Генри. Здесь же работал и Владимир Шамберг, внук расстрелянного руководителя еврейского вот этого комитета Соломона Лазовского, о котором я рассказывал, о котором шла речь после предыдущей передачи. И работать в ИМЭМО стало престижным.
И летом 1956 года вот так начали собираться, вот как бы формироваться элита. И клубы, куда ты попадешь, так уже как статусное место стало. Не по способностям большей частью, а по... Потребностям. Да, по потребностям. Вот. И у нас, кстати, вот тогда Московский институт международных отношений в этом плане был самый статусный. А в Киеве тоже вот это потом подтягиваться стало, Киевский институт международных отношений. Ну и потом уже при независимой Украине туда всякие и дети, и внуки этих вип-персон, фамилию можно не называть, там, короче, шли. И даже когда учились очень плохо, как у меня там знакомая поставила одному там киндеру это тройку, так ее вызывали, что это безобразие. Он внук такого большого человека, что он хочет уволиться из этого. Ну, в общем, ясно. Как в том этом советском, помните, как там это назывался, фитиль, когда приходила девочка сдавать экзамены, вот, и опоздала там на час или на сколько, а ей говорит преподаватель: ну все, профессор, идите уже. А как ваша фамилия? Она говорит, а ваша это не тот, типа, как бы папа, это, она говорит, тот. Так что же вы не сказали? И они там потом 5-10 минут разбирались, тот папа или не тот папа, потому что... Ну, а когда тот, так даже понятно. Да, так что вот оно... А там интересно, что, как я говорила, что там даже на международники шли, даже не знали, где какая столица вообще, это самое, ну, то такие. Вот такая у нас это дипломатия после этого. И, короче, тогда летом 1956 года в Дартмутском колледже США впервые проходил Дартмутский семинар по вопросам искусственного интеллекта. Его финансировал фонд Рокфеллера. И позже стали проводиться Дартмутские конференции для улучшения взаимодействия между двумя сверхдержавами. В СССР сформировалась так называемая Дартмутская группа под эгидой Давида Рокфеллера, который, вот седьмую фотографию можно, это вот Давид Рокфеллер, ну это японская королевская чета, это 1984 год, но зато там как бы фото доступные для публикации, так. И который, Давид Рокфеллер, если Нельсон был этим мэром Нью-Йорка и больше политической линией занимался, а Дэвид Рокфеллер, он банкиром был. И был связан с банковскими этими структурами. И в 1961 году он стал президентом Chase Manhattan Bank. И в Дартмутскую группу входили тогда сотрудники ИМЭМО, Николай Иноземцев, а с 1966 года он стал директором ИМЭМО, Евгений Примаков. Он не папа того Иноземцева, который сейчас... Да? Да. А, так у них это семейное получается. Так я же говорю, там ничего, дальше будешь это. Потом пошли Евгений Примаков, Георгий Арбатов, позже директор Института США, а потом он стал и Канады. Да, прибавили в 1973, по-моему, году стал сначала США, потом Канады. Потом Григорий Морозов, муж дочки Сталина, Михаил Мильштейн. Ранее Мильштейн был резидентом ГРУ США. Ну и тоже входил в эту, потому что, чтобы люди понимали, что разведка и что ЦРУ, что КГБ, что МИ-6, это одна порода людей, и неважно, это самое там, они все равно как бы из одного этого песочника, можно сказать. Из одного корыта хлебают. Да, и в дартмутских встречах участвовал и сотрудник КГБ Анатолий Киреев, с 1967 года руководитель первый американский отдел ПГУ. Это первое главное управление КГБ, которое занималось внешней разведкой. И Мильштейн это также входил в аппарат организаторов Погорского движения со стороны СССР.
А первая Погорская конференция по разоружению и ядерному нераспространению прошла в Погорше, Канада, и в июле 1957 года при поддержке канадского миллиардера Сайруса Итона. Можно возьму эту картинку. Сайрус Итон это тоже такая фигура, который интерлокером стал. Он входил в группу Рокфеллера, и постоянный комитет Погорского движения расположился в Лондоне. Ну и тут как бы и причастны к нему были и Ротшильды. И движение создали тоже для укрепления и налаживания межэлитных связей между Западом и Востоком. Вот эта фотография Хрущев и Итон в Кремле, 1958 год, фото Филатова из журнала «Огонек», 37 номер, сентябрь 1958 года. Итон начинал охранником у Дэвида Рокфеллера-младшего. Ну, потом оказался толковым, потом они обеспечили, что он учился, все нормально. Потом возглавил компанию East Ohio Gas, и в кризис 29 года банкиры Уолл-стрита его разорили. Он их люто возненавидел. Короче, этот промышленный капитал, как всегда, люто ненавидит банковский. Вот, и считал, что Уолл-стрит это враги капиталистической системы. Снова разбогател, и он возглавлял Кливлендскую финансовую группу. Это очень интересная такая финансовая группа, влиятельная. И через эту канадскую фирму сын Tower International покупал в Казахстане хромовую руду и предложил Хрущеву построить в центре Москвы 4 небоскреба. Ну, правда, Хрущева сняли, а фирму его перекупил известный нам Арманд Хаммер, который тоже был такой интерлокером. И в 60-м году Погорская конференция прошла в Москве, и Хрущев удостоил вот этого Саймона Итона звания лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. И вот как закладывались вот эти базисные основы, с одной стороны, вроде бы люто друг с другом холодная война воевали, а с другой стороны, связи неумолимо уплотнялись и укреплялись. А в это время Франция и Великобритания не могли успокоиться с потерей своего статуса мировых держав, потому что фактически всеми делами стали рулить США и СССР. А я уже говорил, что после Второй мировой войны фактически проигравшая, наверное, самая проигравшая была не Германия, а Великобритания, потому что потеряла не только статус мирового актора, но и куча колоний, связей и главное, валюту свою. То есть фунт стал такой местной валютой. И после национализации Египтом Суэцкого канала они затеяли с Израилем аферу по захвату и присоединению этого канала к Израилю. США были не в курсе этой аферы, а тогда все внимание США было сосредоточено на восстании в Венгрии в 1956 году. Но эта афера не удалась, поскольку до этого СССР через Чехословакию при посредничестве Чжоу Энлая насытил Египет оружием, и включая новейшее. И это оказалось полной неожиданностью для Израиля, и наступление захлебнулось. И в конфликт вмешались разъяренные США, и на Генассамблее ООН потребовали вывести войска. Но после этого Великобритания потерпела политическое поражение, и в результате этого премьер-министр Великобритании Тони Эдин ушел в отставку, а СССР под этот шумок подавил восстание в Венгрии и заявил себя как эффективный торговец оружием. И после этого начались, фактически даже, забегая вперед, скажу, что и война во Вьетнаме, и потом вот эти войны на Ближнем Востоке, это приносили выигрыш и СССР, и США, потому что и те торговали оружием, со своей стороны, те со своей. И, в общем-то, их устраивало, что эти конфликты длились долго, так что нечего сейчас удивляться, что когда какой-то конфликт длится достаточно долго, потому что для того, чтобы он закончился, должны быть какие-то материальные стимулы, которые превышали
потери от этой торговли оружием. И также СССР тогда закрепился в нефтеносном вот этом регионе на Ближнем Востоке, и что вот при Хрущеве было мудро тогда сделано, построена была Асуанская ГЭС в Египте. Даже когда менялись какие-то там ориентации политические, эта плотина настолько... Она должны были ее строить сначала американцы и на западные деньги, потом там не сложилось по условиям контракта, все, и тут подхватил Советский Союз, профинансировал под 2%, по-моему, годовых. И получилась крутейшая плотина. Я там на ней был, и там вот все время она стоит как памятник вот этой. И наши, кстати, и не пользуются, потому что и наши же там участвовали в этой строительстве. Это лучший памятник, чем любую какую-то скульптуру ставить. Вот. И вот тут Хрущев в своей внешней политике стал реализовывать идею Троцкого о мировой революции. И я уже говорил, что в экономической области он вот этот троцкистские реформы там и с церковью, и зачищать и колхозы, и совхозы, и эти артели, и кооперативы, сплошной этот троцкистский террор. И вот эти его безумные идеи простирались и на Африку, Азию, Латинскую Америку, и в 50-е, 60-е годы как раз происходил вот этот развал колониальной системы, а западные страны, они делали, хитро, они выходили из них, но оставляли элиты и как бы формировали систему образования в нужных для себя духов, и оставляли как бы финансовые рычаги влияния. А Хрущев возомнил себя мировым спасителем всех сирых, угнетенных и обездоленных народов и стал вмешиваться в конфликты по всему миру. И вот тут вот немерено денег из Советского Союза уходило на не только на вот это, то, что я рассказывал про Китай, на тот же Берлин, содержание не просто и Берлина, и ГДР, и на Югославию, и чтобы задобрить Иосифа Брос Тита, с которым Хрущев начал восстанавливать отношения. И там примечательно было, когда первый визит был Хрущева к Иосифу Брос Тита, Хрущев был впечатлен той роскошью, в которой жил Брос Тита, там встречал его в таких этих апартаментах, а когда Брос Тита приехал, и Хрущев, я не помню, кажется, в Крыму встречал, все, вот это сталинские эти резиденции, они были настолько аскетичны, что Хрущев чувствовал себя совершенно неуютно, и после этого там начали как-то этому улучшать, потому что там типа кровать, телефон, там, парки, сады, там, купаться, в общем, такое. Минимализм сильный. И вот различные вот эти африканские и азиатские режимы охотно выстроились выражать дружбу СССР, чтобы на халяву получить помощь СССР в развитии экономики, инфраструктуры, науки и образования. Хрущев сиял от счастья, но туда денег уходило немерено. Тут вместо того, чтобы развивать внутреннюю экономику, тогда доходы были хорошие, темпы роста еще сохранялись высокие, но все уходило. Вот. И тогда же Хрущев вот этот руководствовался идеей «мы вас закопаем». И развернул беспрецедентное финансирование режимов, которые объявляли себя дружественными. А на самом деле они только брали деньги, а смотрели там, куда, кто больше это самое. И тогда же он только вот это обещание дружбы, он раздавал безвозвратные кредиты. И вот такой наглядный пример: СССР стал бескорыстно помогать президенту Индонезии Сукарно в его конфликте с Нидерландами и выстроил в 1960 году в Джакарте 100-тысячный стадион специально к азиатским играм 1962 года. В ответ Сукарно устроил Хрущеву большой прием в президентском дворце, даже ролик есть на эту тему.
И в Индонезии проблема заключалась в контроле нефтяных активов Royal Dutch Shell, куда, ну, вообще это у них внутренний конфликт был, потому что там это исторически были, ну, Royal Dutch Shell там работал в Индонезии. И там кому какие доли переходить, когда вышло Нидерланды, вот это, ну, Индонезия стала независима. И тут Хрущев начал влазить в эти в нефтяные дела. Ну, понятно. И тогда вот этот крейсер Орджоникидзе, на котором он прибывал в Лондон в 1956 году, он передал безвозмездно этой Индонезии для того, чтобы ей укрепить военно-морской флот. Это достаточно современный, ну, в 1956 году вообще суперсовременный крейсер был. И, по сути, любой коррумпированный диктатор, заявив о выборе социалистического пути развития, мог рассчитывать на братскую помощь советского товарищей. А после разгрома вот этой антипартийной группы Хрущеву удалось вернуть Кусинина в президиум ЦК. И тогда вот это Отто стал продвигать идеи мирного сосуществования с капстранами и стал конкурировать с Сусловым в сфере идеологии. То есть Суслов стал, ну, как бы для них мешающим фактором. А дело в том, что Суслов тоже же это был, ну, как бы из сталинской когорты, и он тоже был в Коминтерне. И тоже был с хорошими связями. То есть это, ну, как бы идеолог, не так просто было его, ну, как бы сковернуть. И вот это, получился конфликт вот этот кусенинского мирного существования с вот этой идеей Хрущева, что мы вас закопаем. И тогда же вот в 1959 году был пленум ЦК, и Суслов выступил против конфронтации с Китаем и за умеренное сближение с Западом. И как раз в это время приезжала китайская делегация во главе с отцом Си Цзиньпиня. Вот этот, что сейчас Си Цзиньпинь, я там тоже Си, не помню, как его фамилия, но он был руководителем делегации, и он тогда занимал пост зампредседателя Китайской Народной Республики. Ну, как бы высокая, там тоже у него такая детективная биография. И получилось ключевым маркером в борьбе за власть в президиуме ЦК стал Китай и отношение вот к Китаю. И вот секретарь Кусинин курировал китайское направление еще со времен Коминтерна. И тут вот интересно, что вот этот взлет Андропова получил после провала работы послом Венгрии. Он же, когда было вот это восстание в Венгрии, Андропов был послом, и фактически он не предупредил, он как прокуратор, назначенный в Венгрию, ну, фактически ничего не сделал для того, чтобы предупредить это восстание, когда-то можно было его сгладить. И оно достигло такой неприятных этих вещей. И тогда ж для разрулить вот эту ситуацию туда прилетели Микоян и глава КГБ Серов. И он просил его эвакуировать с семьей. Они не захотели, говорят, ты посол, так как бы допустил такое, так оставайся. И в результате его жена пережила нервный срыв, это Андропова, а сын запил. Ну, короче, после того, как он вернулся, обычно после таких провалов людей как бы убирают. Но здесь Кусинин взял Юрия Андропова под свое крыло и назначил его завотделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран. Ну и сюда входил же, понятно, и Китай. И в эту связку вот это Кусинин, Андропов, и входил и чекист Евгений Петовранов, это генерал НКВД, потом КГБ, который в 60-х, 61-х годах как раз возглавлял представительство КГБ в Китае. И Петовранов стал доверенным лицом Кусинина, а после этого и Андропова, который тот пришел к власти. И вот эта вот связка Кусинин, Андропов, Петовранов как раз и добилась вот этого отзыва специалистов из Китая, ну, в интересах Ротшильда, что ударило сильно по Китаю. И
фактически вот этот конфликт с Китаем привязывал СССР к Британии, отдалял от США. И в 1959 году в интересах Ротшильда Хрущев отказался от конкурентной борьбы на алмазном рынке с Де Бирс. Я о нем еще тоже в передаче рассказывал, что тогда эти большевики, когда рассчитывались с Уолл-стритом деньгами, и вот когда они обвалили рынок алмазный, тогда к ним Де Бирс сказал, что вы делаете, ребята, и они, короче, полностью монополию отдали Де Бирс, и там оно все шло, а тут вот это попытки опять были самостоятельно завести торговлю, ну, короче, Хрущев опять отдал. А Де Бирс это был, это партнеры этих самых Ротшильдов, я не помню, как они, владельцы этой самой Де Бирс. И вот эти торговля СССР в торговле и экспорте нефти были завязаны на Рокфеллеров. А семья Рокфеллеров еще с 19 века прорывалась в Китай, и им необходимо было обыграть британцев на вот этой территории, потому что фактически Китай тогда контролировал Британия и Франция. Это я об этом тоже там в свое время рассказывал. И тогда там они, вот эти Рокфеллеры, делали ставку на работу China Hands. Это такая группировка китайская была, ну, которая и публичная, и с теневыми связями, и всякими с опорой на эти организации, которые занимались всякой контрабандой и наркотиков, и всяких прочих вещей. А они работали, China Hands как раз работали с КПК, с Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем. А их противники были China Lobby. Они работали с Чан Кайши, Гоминданом и Тайванем. Это с ними было связано как раз Британия и Ротшильды, ну, с той частью осталось. И на них ориентировались демократы и Ротшильды. В результате политики сенатора Джозефа Маккартни, раздувшего красную панику в Штатах, сторонники China Hands США были зачищены, и США уступил влияние на Китай и СССР. И China Hands, ну, как бы вернула свою силу только после визита Никсона в Китай, когда, ну, начали вот эти Рокфеллеры, это самое, опять плотно сотрудничать с Китаем. И тогда тут очень интересный я сейчас эпизод даю, который, ну, практически вообще неизвестен у нас, кроме узкоспециализированных этих вещах, что Британия не уставала вырваться из-под контроля США финансового, и тогда Ротшильды задумали построить новую финансовую империю и вернуть себе экономическое и политическое влияние. Однако долларовая система контролировала ФРС, а европейские валюты, вот эти фунт, марка, франк, они были мелкие только в рамках отдельной страны, и с ними, ну, как бы, Ротшильды не могли работать, это как, ну, крупный корабль в мелкой луже плавать. И вот тут произошла такая очень интересная вещь, что Ротшильды нашли выход, такое элегантное решение. В США одна гражданка, Вейламан обратилась в Нью-Йоркский суд с иском к СССР по поводу дивидендов за старые концессии, которые, ну, там, это тут Ленские были, тут неважно, это которые концессии, когда Сталин в 1938 годах окончательно закрыл все концессии, которые, ну, были открыты еще в 20-е годы, чтобы рассчитываться с западными этими странами. И был иск, чтобы платить дивиденды. А СССР не хотел создавать прецедент и, ну, не платил. И потому что думает, ей заплатить, так там же куча наберется других. И тогда деньги были заблокированы, а Chase Manhattan Bank предложил СССР все средства сконцентрировать у него.
Ну, там эти деньги сконцентрировались. Вейломан предъявила иск уже к американскому банку, но проиграла, потому что это же уже не чуждый этот агент. После этого СССР 1 октября 1959 года перевел все долларовые средства в Moscow Народный банк Лимитед, Моснарбанк в Лондоне. Можно вот 9-ю картинку. И так появились евро-доллары, о которых много говорили, но откуда они взялись, никто не рассказывал. Эта картинка, банкет в честь 20-летнего юбилея вот это Моснарбанка в 1939 году, фото МНБЛ. Банк предназначался для финансирования вообще, когда я о нем рассказывал, там тоже, по-моему, в 7-й этой самой выпуске. Банк предназначался для финансирования внешней торговли советских организаций с Великобританией и другими странами. И в 1924 году было подписано англо-советское торговое соглашение, по которому вот этот Моснарбанк был включен в советскую банковскую систему. И главным акционером банка стал Внешэкономбанк и советские внешнеторговые организации. А в 1933 году банк поглотил шанхайское отделение Дальбанка, а в 1950 году его возглавил в свое время тот, кто руководил шанхайским филиалом, Андрей Дубоносов. Надо сказать, что он не просто был финансистом, а он еще был и сотрудником ГРУ. Ну, понятно, там где-то на уровне генеральской должности. И он был назначен председателем правления лондонского вот этого отделения банка. Он работал с английскими ценными бумагами и золотом. Ну, тут надо сказать, что Ротшильды, они же сидели тут. Золото, оно торгуется не по той системе, по которой вот там, допустим, нефть по этим ценам конкуренции, как выставляется на рынке. Золото устанавливаются цены, а не путем свободной торговли. И эти цены устанавливают Ротшильды и Сити, да? И тут своя есть механизмы, поэтому создать альтернативную торговлю золотом — это вообще очень сложная система, как они там ее определяют и все. Но тем не менее вот занимался этим, и Моснарбанк в Лондоне стал работать с евро-долларами. И там был филиал еще во Франции, советский туда перебросили. И работа с ними оказалась очень успешной. Моснарбанк начал выдавать кредиты в евро-долларах своим клиентам через лондонский торговый банк, это который курировали эти Ротшильды. И в 60-м году количество штатных сотрудников банка выросло с 40 почти до 100. И с 60 по 69 год активы выросли с 57 миллионов до 332 миллионов фунтов стерлингов. В 1963 году был открыт бейрутский филиал Моснарбанка. Это очень важный филиал, потому что он обеспечивал, финансировал разведку. Потому что Бейрут на Ближнем Востоке это был как бы центр такой, кроме финансовых операций. Там кроме Швейцарии и Ближнего Востока, это была еще и Вена Ближнего Востока. Да. Вот. И в эту схему включились и другие банки, и английские офшоры, которые посоздавали, и Ротшильды, и англичане. И европейские банки Ротшильды получили схему работы с долларами США на нерегулируемом финансовом рынке. Надо сказать, что тогда этот рынок был совершенно нерегулируемый. И не переводя их в национальную валюту. То есть пошла вот эта торговля такая. И благодаря нефтедолларам и гибкому британскому законодательству Ротшильды и Сити получили возможность конкурировать с Уолл-стритом и устанавливать мировые цены на золото и сырьевые товары. В ответ Джон Рокфеллер в администрации Кеннеди стал лоббировать ослабление ограничений на операции банков США. Потому что они так были зарегулированы, что в результате банки Штаты начали сильно проигрывать вот этим гибкой финансовой системе британской.
И в 1963 году рынок евро-долларов достиг 8 миллиардов долларов с перспективой быстрого роста. А Моснарбанк во главе с Дубоносовым занял 4-е место в десятке крупнейших дилеров на международном валютном рынке. А в 1967 году Дубоносов стал первым председателем советского банка ФРГ, Ост-Вест-Хандelsbank. И это было связано уже с другой схемой, что начали, это уже потом будем говорить, уже при Брежневе, почему в ФРГ начали концентрироваться вот эти свои банки, свои активы. И в 1971 году было открыто отделение в Сингапуре в сфере влияния Ротшильдов. И, короче, с конца 1971 года по конец 1973 года активы банка увеличились с 400 до 840 миллионов фунтов. В общем, это то, что, как говорят, что Советский Союз никакого отношения не имел к мировой экономике и как бы не был включен этот. Не, был он включен. Валерстайн это описал все как бы тоже еще 40 лет назад. Вот. А вот с Соединенными Штатами у Хрущева отношения никак не складывались, и, казалось бы, после визита в США наметилось потепление. И в Париже для решения вопросов мирового урегулирования, Да давайте мне тоже налейте. Это да тоже бахну чайку. Чаек. Спасибо нашим подписчикам, которые присылают нам чай, еду и все остальное. Донаты. Работаем мы, так сказать, за еду. Да, лайки ставят. Вот, Париже для решения вопроса вот этого мирного урегулирования и разоружения готовился крутой саммит 4 держав: США, СССР, Франции и Великобритании. Ну, в общем, ключевых игроков. И 14 мая 1960 года на нее прибыли Никита Хрущев, Дуайт Эйзенхауэр, Гарольд Макмиллан, это премьер английский, и Шарль де Голль. Однако за 2 недели до начала встречи случился вот крутейший эксцесс. 1 мая над Свердловском был сбит американский самолет Lockheed У-2. Надо сказать, что американцы, вот этот Lockheed У-2, он... С Пауэрсом, да? Да, он летал на высоте 20 тысяч метров, и его те средства противовоздушной обороны не могли сбить. И потому американцы так по-наглому себе летали туда-сюда и сканировали, где что происходит, где вот эти полигоны, где испытания и все прочее. Ну и Советский Союз активно вот это делал, что все-таки сбить. И тут у них получилось, что с первого выстрела он летел, не сбили, но потом вот сбили этот самолет. На Свердловском, как сейчас. Да, но это уже вторая попытка была сбить. Короче, достигла, сбили. И американцы думали, что капец самолету, и чтобы вот этот летчик не выжил. То есть, короче, и тогда Эйзенхауэр отрицал, что самолет шпионский. А Хрущев, наши не говорили, что летчик на парашюте спустился, как остался живой, и дал показания. И вот тогда Хрущев решил использовать саммит для публичного унижения Эйзенхауэра. Он стал требовать публично на вот этом саммите от Эйзенхауэра личного публичного извинения за полет Пауэрса. Эйзенхауэр уже поздно, раз он сказал, что вот он не шпионский, не давал, короче, а получилось, Пауэрс выжил. Получился конфуз, но американскому президенту признаваться, что еще и Эйзенхауэра, что он наврал, тоже не хотелось. Короче, саммит провалился, саммит, в общем-то, не состоялся. На следующий день, вот 10-ю картинку можно, во дворце Шайо, это крутой дворец, был выстроен
к этой международной выставке в Париже, перед несколькими тысячами журналистов состоялась знаменитая пресс-конференция, на которой Хрущев обвинил капиталистов и недобитых европейских фашистов. Но там даже он нес и этот самый, ну разве что это каблуком не стучал. И апофеоз вот это хамство Хрущева проявился на приеме, на следующий день для посланников восточноевропейских стран, устроенных по просьбе польского посла во Франции Гаевского в советском посольстве. Хрущев рассказал похабный анекдот, который заканчивался словами: «Ну вот, хотел пернуть, а вместо этого обосрался». И далее Хрущев сказал: вот так и с Эйзенхауэром случилось. Хотел пернуть, а сам обосрался. Так, дорогие товарищи, доложите вашим правительству. Ну, короче, после этого там отношения, после такого саммита между СССР и западными странами воплотились в Берлинскую стену и все прочее. И, кстати, и инициатором Берлинской стены выступал Вальтер Ульбрихт. Он тогда было уж очень хотел, чтобы признали независимость и ФРГ, и ГДР, и стать, а ГДР же была просто оккупационной зоной, никакого статуса страны не имела. И Вальтер Ульбрихт страшно хотел, чтобы это было легитимизировано, и он стал главой государства и стал, так сказать, мог участвовать во всяких этих тусовках международных. Вот. А 30 октября 1961 года на Новой Земле было произведено испытание 50-мегатонной водородной бомбы. Такая бомба, я уже рассказывал, так что был тогда курьер ЮНЕСКО, потом выпущен, что могла стереть Лондон в радиусе 100 миль. Вообще там ничего не было. И потом последовал Карибский кризис, и советская элита стала серьезно думать, как избавиться от этого опасного селюка. И это оказалось непростым делом. И вот в следующей передаче я буду рассказывать, что это целая история со шпионскими страстями, вплоть до компромата на английскую семью. Ну, в общем, короче, там было задействовано куча всяких игроков, и как это не просто было снимать Хрущева, который тоже был не лыком шит. Был опытным аппаратчиком. Именно поэтому он подсадил такого товарища, вот, как Берия и так что Маленкова, это, я думаю, который тоже не самый последний что был там в этой игре. будет очень интересно, потому что там будет много таких вещей, которые там как бы с отравлениями, с неожиданными, поел пирожки и умер. Короче. Ну, оно все не доказано. Просто все как бы вовремя случалось, как ты говоришь, все. Ну, как всегда. Все как там смерти оказывались необычайно кстати. Вовремя и кому-то полезными. Хорошо, друзья, мы заканчиваем эфир с Сергеем Удовиком. Ну, традиционно, как вы видите, глубоко и интересно. Не забудьте полайкать этот эфир. Кстати, я вам скажу, я разобрался, как работают настройки, значит, этих субтитров. Ну, точнее говоря, я понял, как лучше всего их переводить. И вот я даже пока Сергей говорил, я поэкспериментировал на последнем эфире с Кусой и поставил там субтитры на китайском, на английском, на французском, на немецком, короче говоря, на всех больших языках. Вот, поэтому я сейчас с помощью искусственного интеллекта научился более-менее качественные субтитры делать. И теперь говорить на китайском, на французском. Ну, говорить то само собой, но вот я теперь еще буду под каждый эфир стараться выставить по максимуму субтитры, в том числе и под этим эфиром тоже поставлю, поэтому мы будем, так сказать, экспансию свою дальше мультиязычную осуществлять, поэтому субтитров теперь будет больше, как бы больше, интереснее, точно так же, как и переводов видео на другие языки, потому что я вчера фильм Буча поставил на английском языке, сегодня поставил эфир с Ризе
значит, Гусейновой, которая тоже про Бучу рассказывала, на польском языке. В общем, мы отрабатываем вместе, опять-таки, благодаря вам, потому что часть ваших донатов я бросаю на то, чтобы как бы вот в эти все переводы, и соответственно, распространять ту информацию, о которой мы говорим. Поэтому спасибо, что смотрели, спасибо. Вопросы были какие-то? Вопросы, сейчас посмотрю. Да нет, вопросов не было, потому что они смотрели все внимательно, вот сейчас вот только благодарят. Вот. Говорят огромное спасибо, что вы монстр, и это. Ну, я думаю, что монстр еще книжку потом сделает по итогам всего этого, мне кажется, напрашивается, и мы там подумаем, как это все дело издать. Вот. Но сейчас мы не заканчиваем, потому что у нас сейчас эфир следующий с Андреем Еременко, который подготовил, у него, я не помню, кандидатская или докторская, он сейчас над ней работает, по волонтерству и изменению социальной структуры Украины. То есть у него есть предположение, что волонтерские связи, в том числе вот как мы с вами работаем на доверии, как бы там, они лягут в основу трансформации социума в Украине. Поэтому сейчас вот прямо мы после этого эфира об этом будем говорить. Поэтому не переключайтесь, сразу включайте следующий эфир, мы минут через 5 поднимемся и будем бодренько вас, так сказать, просвещать. Все, спасибо за внимание. Будем сагу дальше продолжать. Да, ну и по-моему она отлично получается, хотя я старался не вмешиваться, чтобы не затягивать, я в следующий раз поактивнее буду. Потому что я на самом деле тоже готовился, я даже там с помощью ИИ сделал конспект, этапы по внешней политике Хрущева. Дело в том, что если очень распространяться, вот зачем Карибский кризис и так обсосан со всех сторон. А есть многие вещи, которые как были важными вехами, а они, ну, как бы не фигурировали. А тот Моснарбанк, это ключевая структура была Союза по работе на Западе с финансами и все. И про нее вообще все затемнено. Ну, короче, есть вещи, которые вот за теми же событиями мы вот увидим потом дальше, как и Хрущева снимали, как эти, и только недавно многие вещи начинают раскрываться, там какие-то частично рассекречиваются архивы, что-то кто-то мемуары какие-то возникает, пишет, и тогда проясняются многие вещи, как, а некоторые, как вот я про то, как хотели подорвать Орджоникидзе визит Хрущева в Лондон, что там вообще засекретили на 100 лет до 1156 года, там, что там произошло с этими подводником английским, и куда он делся, и все. Так что это вещи такие. Да, хорошо. На этом заканчиваем. Еще раз спасибо, что смотрели, и сейчас начинаем эфир с Андреем Еременко. Пока.